Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный ягодный десерт. Это будет чизкейк без выпечки, с маршмеллоу или с зефиром. Готовится очень просто. Для него нам понадобится 500 грамм ягод. В моем случае это замороженная красная смородина и полстакана воды. Прогреваем все и доводим до кипения, варим 10 минут. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Все время помешиваем. Через 10 минут нам нужно измельчить погружным блендером ягоды и обязательно процедить ягоды через сито, чтобы все косточки остались в сите, а в десерт не попались косточки. Это будет не очень приятно есть такой десерт. Все мы процедили, косточки у нас остались в сите. И теперь возвращаем назад ягодную смесь в сотейник, добавляем 200 грамм зефира или маршмеллоу в моем случае, убавляем огонь на плите, у меня Т2, моя плита индукционная, деление на ней от 1 до 9. И теперь все время помешивая, нам нужно прогреть всю массу, чтобы она стала однородной, и маршмеллоу или зефир растаяли полностью. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Масса стала однородной, переливаем ее в мисочку и даем остыть до комнатной температуры. Когда ягодная смесь остынет, готовим сливочную основу. 220 граммов сливочного сыра, 250 миллилитров холодных жирных сливок, у меня 38% и 2 столовые ложки сахарной пудры. Миксером все взбиваем до однородности, до такого пышного крема, до мягких пиков. Посмотрите, какая у нас масса получилась, как подтаявшее мороженое. И теперь нам нужно соединить обе массы. В ягодную массу добавляем сначала 1 столовую ложку сливочной массы. Это нам нужно сделать для того, чтобы выровнять температуру обеих масс. Потом 2 ложку. Все размешиваем. И теперь уже можно смешать обе массы вместе. Все как следует перемешиваем. Посмотрите, какого красивого цвета становится, такого нежно-розового цвета наша масса стала. И теперь мы разливаем все по формочкам. Из этого количества у меня получилось 10 вот таких порционных формочек, таких вот креманок. Каждую креманку желательно накрыть пищевой пленкой или поставить их, как в моем случае, в контейнер с крышкой, чтобы верх нашего десерта не заветрился. И после этого нужно убрать все в холодильник на несколько часов, лучше на ночь, чтобы десерт стал стабильным. Накрываем крышкой, убираем в холодильник. У меня десерт стоял в холодильнике всю ночь. Посмотрите, как он выглядит на утро. Посмотрите, вы видите, он стал стабильным. Если перевернуть, ничего у нас не выпадает. Украсить можно ягодами, листиками мяты. Посмотрите, как симпатично все это смотрится. Ну что, будем пробовать. Посмотрите, вы видите, какой кусочек с пузырьками воздуха. Друзья мои, приготовьте. Это так вкусно. Он нежный, как облако. Он такой воздушный, с ягодной кислинкой. Это фантастически вкусно. Приготовьте.